Привет, друзья! Меня зовут Нина, и я приглашаю вас в свою творческую мастерскую по плетению из газетных трубочек. Сегодня мы будем плести корзинку в стиле Зарzo. Это такой стиль неплотного плетения. Его используют лозоплетельщики. И я узнала из группы Александра Иванова. Спасибо ему большое, что он делится своими работами и также другими работами мастеров. И также он выкладывает свои фото-мастер-классы, так что, возможно, одним из мастер-классов мы воспользуемся. Вот покажу вам несколько работ, выполненных в этом стиле. Эти работы отличаются легкостью, воздушностью и, конечно, очень необыкновенно смотрятся. Бывают и круглые, и прямоугольные, и квадратные, всяких разных форм и разных оттенков морилок. Для плетения корзинки я буду использовать вот такой прекрасный меланж. Для покраски трубочек я использовала водные морилки орех и клен. Получились вот такие разные оттенки, и я очень надеюсь, что в плетении они будут смотреться очень красиво. Предлагаю использовать разные пропорции морилки клен и морилки орех, разведенной с водой. Первый вариант – это чистая морилка, не разбавленная, такой цвет получается. Второй вариант – это морилка, разведенная с водой в пропорции 1 к 3. И третий вариант – это морилка, разведенная с водой в пропорции 1 к 8. И вот такие цвета получаются при разведении морилки орех с водой. Сейчас я вам расскажу о материалах, из которых я готовила трубочки. Все трубочки у меня изготовлены из полоски шириной 10 сантиметров и накручены на спицу 1,2 мм. Полоску вы можете взять как из газеты с белым краем, для того, чтобы трубочки были светлые, также из чистой газетной бумаги. Трубочки основы у меня будут вот такого цвета. Это натуральный цвет морилки клен. А трубочки для плетения, как я вам уже показывала ранее, будут вот из разных оттенков. И для того, чтобы трубочки оставались влажными, храним их в пакете. Оставляем кончики наружу, чтобы они подсыхали и удобнее было их скреплять между собой. Подробно о том, как сделать ровные трубочки, как окрасить их морилкой, а также сделать их пластичными, я рассказываю в своих подробных мастер-классах. Ссылочки я оставлю в описании под видео. Переходите, пожалуйста, знакомьтесь. А мы тем временем приступаем к плетению корзинки. У нас все готово, чтобы начать плести корзинку. Я подготовила клей, ножницы, скотч, трубочки в пакетах и картон для того, чтобы фиксировать трубочки основы, так как будем плести ситцевым плетением. Еще имейте в виду, вот у нас трубочки основы темные, они у меня тоже в пакетах, хотя обычно трубочки основы мы делаем сухими, но у меня вот трубочки будут сейчас скрепляться между собой, и затем в дальнейшем мы будем загибать их вот так. Пока мы плетем, они чуть-чуть подсохнут, но они все же нужны нам не сильно высохшими, чтобы они чуть-чуть оставались влажными. Сейчас будем укладывать вот так вот по 2 штуки на равном расстоянии друг от друга. У меня будет расстояние между парами трубочек 3,5 сантиметра. Вот. И сбоку я их вот здесь вот скотчем буду соединять. Соединять 2 трубочки будем таким образом. Вот этот край, который со склейкой у нас был, его будем обрезать под острым углом. Так вот. Здесь будем заминать. И вставлять в трубочку с противоположным краем. Здесь я обрезала под прямым углом, для того, чтобы удобнее было скреплять. Так вот немножечко расширяю. Капаю клей и вставляю трубочку в него.
Все, трубочки я скрепила, все соединила, и теперь они готовы для того, чтобы начать плести. Теперь берем наши трубочки для плетения и выбираем двух разных оттенков. Так же, как мы соединяли стоечки, вот так соединяем две трубочки и будем плести ситцевым плетением. То есть нам нужно несколько рядов вот здесь проплести в серединке, чтобы вот эти стоечки скрепить между собой. Начинаем. Просто вот так заводим трубочку вот сюда вниз. Здесь хвостик пока оставляем. То есть под 2 первые на 2 вторые сверху. Затем под 2 третьи и на 2 четвертые. Вот так чередуем. Сразу выравниваем расстояние между стоечками. Теперь вот здесь трубочку загибаем. И возвращаемся. Уже получается вот так вот в шахматном порядке. Здесь трубочки выравниваем. То же самое делаем спереди. То есть загибаем. Возвращаемся и делаем аналогично. Вот так у нас получается. Если у вас получилось где-то криво или косо, то есть как раз вот в этом плетении ничего страшного, потому что здесь нам надо добиться того, чтобы это максимально было похоже, как будто сплетено из лозы. А лоза, она имеет, ну, какие-то неровности, так что, ну, не переживайте. Вот. И теперь, когда у нас трубочка здесь закончилась, вот в этом месте сейчас мы ее также нарастим. То есть где-то будем обрезать примерно вот в этом месте, одевать следующую. И также продолжать еще плести, может быть, ну, ряда 3-4. Все, я думаю, нам вполне достаточно вот этих рядов, потому что у нас уже стоечки закреплены. И нашу серединку нужно будет сейчас завершить. То есть вот эти хвостики мы должны будем заправить в плетение. То есть вот этот хвостик будем заправлять сюда. А этот хвостик, так как у нас попадает сверху, то есть здесь, если мы заправим, будет смотреться не очень красиво. Поэтому сейчас я все-таки проплету, наращу вот так и проплету в обратную сторону. И вот здесь заправлю тоже с обратной стороны, вот сюда внутрь. Все, серединка готова. Как вы обратили внимание, я уже открепила скотч от картона. Он нам уже не нужен. Вот. И теперь нужно будет серединку поправить. Вот здесь в этом месте немножечко вот так соединить. Все выровнять. И сейчас мне нужно будет нарастить еще вот эти трубочки, так как когда я посмотрела и обратила внимание, что вот у меня трубочки будут вот так загибаться вверх.
И здесь сверху будет предположительно ручка. Ну, мне вот этих длины вот этих трубочек мне будет недостаточно. Поэтому сейчас, пока у меня еще плетение здесь не зафиксировалось, я аккуратненько подвину вот так вправо, потому что я плела вот на местах соединения трубочек. Вот и все. Вы когда будете плести, вы сразу плетите в середине вот этих трубочек. Мне получилось очень легко исправить. И теперь вот здесь слева я еще наращу. Ну, либо сейчас, либо, может, чуть позднее. Еще наращу трубочки, и мне уже тогда высоты будет достаточно. Предположительно, конструкция будет выглядеть вот так. То есть вот эти трубочки будут в каком-то месте загибаться. Вот. И вот здесь заходить в ручку сверху. И теперь на следующем этапе нам нужно будет трубочку также вставлять. Ну вот, например, таким образом. Трубочку вставляем. То есть у нас она начинается с того, что заходит на первую, вот сверху. Должна выходить вот таким образом. Вот. Но имейте в виду, что трубочки между собой должны соединяться вот в этом месте, потому что дальше у нас она будет уходить вот сюда. Так вот сейчас примерно. Вот. И когда вот здесь вот трубочки будут подниматься, то мы будем, ну, вот сюда заводить за них. Поэтому мы можем вот эту трубочку, вот она, видите, длинная, ее можно вообще разделить вот так вот на две части. То есть вот тут сразу обрезаем. Так что, вот этот следующий остаток трубочки, его можно просто еще раз будет использовать. Нам нужно вставить 20 трубочек с этой стороны и 20 трубочек с этой стороны. Вот, только когда будете вставлять, имейте в виду, что когда будете вторую вставлять, она должна быть, ну, в противоположную сторону. Здесь уже идет наверх. Здесь вниз, наверх и вниз. То есть мы их чередуем. Вот. И также, конечно, нужно брать их в разных цветовых оттенках. То есть вот следующее у нас уже будет такого оттенка, то есть чтобы меланж был и красиво смотрелось. Вот, можно вообще вот эти трубочки все вставить сначала, а потом нарастить, потому что трубочки очень быстро высыхают. Так что, может быть, я так сейчас и сделаю. Вот. Здесь их сразу обрежем, и потом, в принципе, они очень легко наращиваются. Старайтесь выдерживать расстояние между стоечками и к серединке вот так прижимаем. Все, одна сторона готова. Вот так у нас пока предварительно получается. И аналогично будем делать с левой стороны.
Все готово. Вот такое прекрасное донышко получилось. Теперь нужно будет нарастить вот эти стоечки. Наращивать их будем так, чтобы соединение попало примерно в сантиметре. И сейчас, когда добавим стоечки, то будем сразу их поднимать вот так с обоих сторон, соединять и уже постепенно, наращивая трубочки для плетения с этой стороны, так вот получилось, кстати, с обратной, вот, то будем их сразу наращивать и уже вот тут от середины будем заправлять вот за эти стоечки, и у нас сформируются стенки постепенно. Крайние трубочки вот здесь могут соскочить, поэтому я их подклеила к стоечкам, сюда капнула клей. Для прочности можно скрепить эти места прищепками. Когда мы будем работать, эти стоечки будут оставаться ровные и здесь успеют высохнуть и закрепиться. Теперь стоечки аккуратненько поднимаем, пока они влажные, вот так их загибаем, как бы делая уже ручку предположительно таким образом. Трубочки здесь влажные. Вот эти трубочки уже у меня подсохли, и я взяла просто из-под крана, налила горячей воды. И можно сейчас будет их пакетом обернуть. Через какое-то время они опять станут влажные, пропитаются и уже очень хорошо вот так будут тоже сгибаться наверху. И мы здесь их соединим. Я согнула стоечки. Вот такая у нас ручка в итоге получится. Пока временно ее закрепила веревочками, потом здесь будем оплетать и закреплять ее, но это уже будет после того, как мы сплетем стеночки корзинки. Теперь уже, когда прошло какое-то время, у меня вот эти соединения просохли, уже я убираю прищепки. Вот, то есть здесь вот эти соединения, какие-то неровности, они все скроются тут за плетением, когда будем поднимать. С этой стороны тоже. Ну и на следующем этапе остается нарастить вот эти трубочки. Буду делать поэтапно. То есть у меня будет 5 штук с этой стороны и 5 штук с этой стороны. То есть я буду по 5 штук заводить сюда. Потом я их, когда сделаю, буду потом уже делать следующие. Так вот поэтапно. И когда буду наращивать, то вот здесь буду смотреть, например, здесь, если вот такой оттенок, то буду сюда подбирать тоже, например, такой же оттенок. Ну, чтобы здесь соединение было как можно меньше заметно. Кончики трубочек сразу все подровняйте, чтобы они все были одинаковой высоты. И обрежьте под острым углом, чтобы удобно было одевать следующую трубочку. Вот эти трубочки, которые мы будем одевать, их нужно будет обрезать, ну, примерно на расстоянии 3-4 мм, потому что с этой стороны трубочка достаточно тоненькая, чтобы когда мы ее будем одевать, она здесь не заламывалась. Приклеивать трубочки я буду на полимерный клей. Он достаточно быстро склеивает две поверхности между собой. И вот в том случае, когда у нас вот здесь мы после этого будем сгибать трубочки, для того, чтобы они не были очень влажными, для этого полимерный клей подойдет гораздо лучше, чем клей ПВА. Пять штук я приклеила, и теперь вот здесь с противоположной стороны от серединки вот эти 5 штук тоже приклеиваем. И теперь мы будем загибать их в левую сторону, вот сюда, где серединка, и чередуем сначала левую, затем правую,
затем будет опять левая, правая и так по очереди. Здесь вот аккуратненько делаем загиб. Трубочку тут укладываем, как бы параллельно с плетением. Пропускаем через стоечки и укладываем по рисунку. Здесь поправляем, чтобы красиво плетение смотрелось. И теперь то же самое делаем с этой стороны. И продолжаем дальше. Теперь следующую трубочку аккуратненько здесь загибаем и укладываем параллельно первой. И с другой стороны аналогично. И так продолжаем дальше, чередуя. Выравниваем расстояние между стоечками, вот здесь обязательно. Все, первые 10 штук готовы. Здесь теперь проходим, аккуратненько поправляем везде. Все, и теперь аналогично наращиваем 5 штук с этой стороны и с этой стороны. И точно так же загибаем в эту сторону. Первая часть готова. Обязательно пройдите с обратной стороны, поправьте вот здесь изгибы. Можно вот так с помощью ножниц. Здесь вот аккуратненько сделайте полукругом. Ну и на следующем этапе будем наращивать вот с этой стороны, потому что здесь нам надо, чтобы у нас вот следующий ряд пошел уже поверх вот этих последних. Таким вот образом. Делаем все аналогично. Так что сейчас наращиваем вот эти 5 и симметрично с этой стороны тоже 5.
И остается последний этап, это нарастить оставшиеся 10 стоечек и точно так же их загнуть, и это уже будет у нас финальный этап плетения боковинок. Ну все, стеночки готовы, я закончила плести. Так вот хорошо получилось. Самое главное, нужно выровнять обе боковинки, чтобы они смотрелись симметрично. Так получилось донышко. Здесь тоже нужно будет пройти и поправить, особенно места сгибов, чтобы они здесь смотрелись хорошо. И теперь остается только закрепить ручку. То есть в этом месте сейчас я ее буду обматывать. И после того, как я закреплю ручку, уже изделие будет хорошо держать форму. Я подготовила ручку для оплетания, обрезала кончики. Здесь вот ровно срезала скрутку. Вот здесь сейчас нужно будет выровнять по краям, чтобы здесь ручка хорошо смотрелась. Таким вот образом все поправить. Сложить ее вот так вместе. Ну, сложить ручку можно как угодно. Я вот завела с одной стороны и с другой стороны. Сейчас вот здесь вот ее уложу хорошо. И оплетать мы будем плетением, которое называется японский глаз. Также я посмотрела в группе ВКонтакте, в группе Александра Иванова, есть мастер-класс. Очень она легко плетется. Сейчас будем пробовать. Ну и начинаем оплетать такой же трубочкой, как вот наши стоечки. Обрезаем ее вот здесь, чтобы она была плотненькая. Срезаем здесь тонкую часть. Вот так вот ее заводим. Здесь она должна выступать. И на ней этот японский глаз будет крепиться. То есть вот так огибаем в самой серединке. Теперь огибаем эту трубочку и вправляем назад. Аккуратненько ее тут укладываем. И то же самое делаем с обратной стороны. То есть таким образом. Также здесь аккуратненько ее укладываем, поправляем сразу. Трубочка закончилась, наращиваем ее под ручкой, вот здесь соединяем. И продолжаем аналогично. То есть доходим, опять также огибаем эту трубочку. Опускаем вниз
И спереди получается то же самое. Вот уже у нас получается глаз, так называемый. Так делаем несколько витков. Каждый раз, когда делаем виток, поправляем трубочки. Вот здесь выравниваем, чтобы хорошо смотрелось сверху. И также трубочки, которые уходят вниз, тоже поправляем. И если вы видите, что у вас вот кончика трубочки здесь уже недостаточно, то вам нужно будет его все равно наращивать. Даже если вот этот хвостик достаточно длинный остается, не жалейте трубочек. Потому что это верх корзинки, и главное, чтобы он здесь хорошо смотрелся. Ну все, я думаю, нам вполне достаточно. Здесь трубочки хорошо удерживаются. И теперь вот эту трубочку нам нужно будет здесь обрезать и сюда вот под вот этот виток ручки заправить внутрь. Перед тем, как заправлять и капать здесь клея, нужно будет обязательно вот эту ручку поправить еще, потому что здесь еще можно вытянуть вот некоторые трубочки, расслабить. Также, чтобы вот сам глаз смотрел вверх. То есть, смотрите, вот его тоже поправляйте. Все, я поправила, все выровняла. Вот здесь обрезала вот эти кончики, сделала их поровнее тут. Ну, тут тоже можно их сделать разной длины, можно обрезать, сделать одинаковой длины. Тут большого значения не имеет. Вот этот тоже нужно будет обрезать. Все. И теперь вот эти кончики, они у нас белые, их желательно взять морилку, вот такую же темного цвета, и вот этот кончик, и вот эти все здесь закрасить, чтобы, ну, не так выделялось. И когда ручка уже зафиксирована, теперь я могу прокапать клей ПВА, чтобы вот здесь вот эти хвостики тоже не выскочили, немножечко дать подсушиться и потом уже их обрезать. Клей просох, трубочки здесь хорошо зафиксировались, теперь не выскочат. Еще забыла сказать, что перед тем, как прокапывать клей, верхнюю трубочку заправьте к нижней, чтобы вот здесь она красиво смотрелась. И с этой стороны то же самое. Все, я обрезала все трубочки. Обрезайте их максимально близко к плетению. И ничего страшного, что они у нас здесь выступают. У нас, ну, такая корзиночка, что у нас и здесь, и сверху тоже у нас вот здесь, ну, видны кончики. То есть в этом-то и прелесть этого стиля плетения. Вот. И сейчас я пройдусь морилкой, подкрашу и вот эти тоже трубочки, хотя их можно и не подкрашивать. Ну, я возьму вот светлый оттенок морилки клен.
Теперь остается для прочности покрыть ее грунтовкой. Смесь грунтовки будет состоять из смеси акрилового лака с водой в пропорции 1 к 1. У нас корзинка вообще-то уже достаточно прочная, потому что трубочки перед плетением мы покрывали смесью тоже акрилового лака с водой, для того, чтобы они были пластичные. Вот, можно прогрунтовать на 2 раза, но перед каждым слоем грунтовки нужно будет просушить где-то часов 12, для того, чтобы хорошо раствор высох. Берем жесткую кисточку с искусственным ворсом и вот так вот равномерно покрываем все изделие, особенно в местах соединения, вот здесь. И после того, как я покрою грунтовкой, я подсушу немножечко феном, потому что вот когда такие изделия ажурные плетешь, то грунтовка может где-то оставаться в соединениях, хотя она достаточно жидкая, можно и просто растереть. Акриловый лак после высыхания приобретает прозрачный цвет, то есть сейчас вот он белый, потом будет прозрачный. Ну, я все же подсушиваю феном. Все хорошо везде промазываем во всех местах. Когда дуете феном, то вот так вот можно еще кисточкой растирать, чтобы грунтовка хорошо легла. И сейчас еще на этом же этапе, пока корзинка гнется, она сейчас под действием лака стала опять мягкой, нужно будет ее поправить, если она у вас где-то, может быть, немножечко неровная, потому что потом, когда грунтовка высохнет, уже не будет такой возможности. Вот после того, как я подсушила феном, видите, уже нету вплетений лака. То есть я его растерла. Так я точно буду уверена, что лак не останется нигде в плетении. И корзинка будет хорошо смотреться. Моя корзинка готова. Вот такая милая, удивительная, интересная она получилась. Очень интересный, конечно, стиль Zarzo. Корзинка в нем смотрится превосходно. Так вот выглядит донышко, еще раз покажу вам. И, конечно, украшение корзинки – это японский глаз, который скрепляет сверху трубочки. Ну и верх корзинки смотрится очень даже интересно. Надеюсь, что у вас корзинка получилась. Хотела поблагодарить вас за то, что плели вместе со мной. Если вам понравился этот мастер-класс, то, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео в своих соцсетях со своими друзьями и знакомыми. Я желаю, друзья, вам творческих успехов и прекрасных плетеночек.